Всем привет! Слухи были совсем не слухами. Цены теперь пойдут в гору. Сегодня министр экономики, торговли и промышленности Японии на пресс-конференции в Токио сообщил, что Япония закрывает экспорт в Россию новых и поддержанных автомобилей с ДВС объемом свыше 1,9 литра, а также полностью запретит экспорт в Россию гибридных и электрических машин. Всего же в санкционном списке 750 наименований, включая шины для большегрузных автомобилей и автокресла. Конечно же, пострадает и Россия, особенно малый и средний бизнес, вовлеченный в перепродажу и обслуживание японских машин. Вырастут расходы у обычных автопользователей, которые ценили японские праворульки за надежность и неприхотливость. Запрет вступает в силу с 9 августа. Япония своим решением поддерживает аналогичный запрет, который был ранее введен в отношении нашей страны по линии Европейского Союза. По нашим подсчетам, машины, которых коснется запрет, на данный момент составляют половину от нынешнего предложения авто из Японии без пробега на российском рынке. В целом, россияне любят машины с большими моторами. По результатам недавних опросов, на автомобилях с объемом 2 литра и более передвигаются 57% автомобилистов в России. Итак, цены на 2-литровые и более авто безумные. Так теперь еще взлетят. Что будет с машинами, которые уже купили и ждут в порту погрузки для отправки в РФ? После 9 августа непонятно. Какие варианты для покупки авто сохраняются у нас с вами, узнавайте у компании Antares Auto. Всем здравствуйте, уважаемые зрители! После таких не очень радостных новостей хочется сказать, не стоит огорчаться. Все-таки еще большое количество автомобилей до 1,9 литра, которые мы можем без проблем вам привезти, не гибриды, не электрокары. Скидывайте свои заявки, все просчитаем. Также Кит Корея, все работает, скорее автомобили возим, там санкций никаких, кроме ограничения по цене, конечно. Но если вы не рассматриваете автомобиль, там BMW X5 и прочее, то без проблем все привезем. Также китайский автомобиль, сейчас есть очень много просчетов, быстро отвечаем по китайским автомобилям, потому что на самые основные модели уже есть готовые просчеты, как на БУ, так и новые. Поэтому оставляйте свои заявки, просчитаем все быстро, сделаем в лучшем виде. Все подробности вы найдете на сайте и YouTube канале компании Antares Auto. Ребята уже нашли способ перевозить санкционные автомобили, ссылки в описании. Теперь китайцы могут еще на плюс 50% ценники в России на свои подделки переписать. Японцы, конечно, и сами потом еще всплакнут, когда в бюджете денег не досчитаются. И тут даже дело не в бюджете. Вывоз БУ японок в РФ стимулирует продажи новых машин на внутрияпонском рынке. Теперь они упадут в сегменте от 1,9 литра. Кстати, в прошлом году Россия заняла первое место по покупкам в Японии поддержанных автомобилей. Считаю, что нужно нанести ответный удар. Запретить японцам импорт нашей УАЗ-буханки. Интересно, а что сейчас чувствуют люди, которые уже купили тачку с аукциона или в порту стоит, ждет отправки? Конечно, есть страховки на эти случаи. И я знаю, что уже как минимум полмесяца компании не принимают заказы на гибриды и авто с 2-литровым двигателем и более. Борьба с личным транспортом в Российской Федерации идет довольно быстро, опережая план. Куба 2.0 не за горами, это уже не шутки. Мне прям интересно, через сколько минут после выхода этой информации продавцы повысили цены на уже ввезенные БУ авто из Японии. Рядовой японец вообще не заметит этого запрета. Мы будем брать кейкары, а гибриды поедут в Объединенные Арабские Эмираты или Австралию. А вот как рядовой житель Дальнего Востока, я уже не могу менять даже БУ машину раз в 3 года, ибо теперь менять стало дорого или почти не на что. А как считаете вы, будут ли китайцев брать вместо японок? Пишите в комментариях.